Здорово всем! С вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня продолжаем разбирать серию телепередач, которая называется «Русская тюрьма. Вчера и сегодня». Сейчас вот третья серия, посмотрели две. Насколько я понял, я еще ее не смотрел, иначе было бы, это не реакция, а хрен чего. Насколько я понял, выпуск сегодняшний будет про колонию для несовершеннолетних. Впереди еще ждет много-много всего интересного. Особый режим, пожизненники, женские зоны, не знаю, маньяки, еще кто-то. Короче, там много серий. Обещает быть это, в общем, быть интересным. Это все. А перед просмотром прошу вас поставить палец вверх, подписаться на канал, если кто не подписан. Также, перейдя в описании, вы найдете для себя очень много интересного. Мой ВК, Инстаграм, мой второй канал, там выходят другие ролики. ТикТок. Также, если хотите знать по этой всей теме больше, посмотрите, как попасть в закрытый телеграм-канал. Видеоинструкции тоже по ссылке в описании. Давайте начинать. Так, девочки построились. Девочки, еще и женская колония. 620 Камере 36, 5 несовершеннолетних. Дежурная замдан. Петербург. Следственный изолятор номер 5. Просторечие женская тюрьма. Камера для малолеток. Когда входят представители администрации, девочки должны встать и построиться. В камере магнитофон, радио, книги, в основном классика и Библия. Есть даже черный котик. На всякий случай, чтобы крысы-мыши не заводились. Здесь можно играть в мячик, качать мышцы, смотреть телевизор, можно наводить... Вот эта мать прошла, смотрите, какие серьезные. Ну и, короче, уболтали, так сказать, говорит, сейчас приедут репортеры туда-сюда, поснимают вас. Так-то, зэки зачье и там не любят светить лицом своим перед камерой. Это вот я, там, Андреевич, не знаю, кто еще там, канал по такой тематике. Или те, кто как бы не скрывает того, что сидели. А остальных ты вот хрен заставишь их вот так вот, чтобы они тебе на камеру что-то говорили. Макияж, можно читать гороскоп, одного только нельзя. Выйти за пределы этой камеры. В четверг ты чувствуешь активность внимания к окружающим. В деньги с 22 июня можно готовиться к отпуску на берегу моря. Гороскопы. Средний возраст сидящих здесь 16 лет. Большинство из неблагополучных семей. Да, понятно. Как правило, эти девочки обвиняются в грабежах или воровстве. За мелкие преступления... Не то, что сейчас. Заметьте, раньше была статья народная, 158-я, кража. Еще была такая поговорка. Статья народная, часть доходная. То есть за кражу какого-либо имущества там, А сейчас все в основном сидят по наркоте, барыжничество. И девушки в том числе. Вот так вот меняется время. Сейчас малолеток стараются не сажать. Некоторые из них были вынуждены воровать, чтобы не умереть от голода. Многие только в тюремной камере приобрели человеческий вид, а до этого были бродяжничество, проституция, пьянство и наркотики. Ужас. Ребят, не забывайте комментарии писать по вопросам того, что вы увидели здесь. Как вам понравилось? Нет? Какие вопросы остались? Что я не сказал здесь? Самое интересное я закрепляю. Артикул воинский Петра I. Это одновременно его и воинский устав, и уголовный кодекс. Первый документ, где говорится про несовершеннолетних преступников. И как говорится, наказание воровства обыкновенно умаляется, ежели вор будет младенец, которых, дабы заранее от всего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть. То есть розгами. Дескать, господа родители, парите сами Кирюха, своих здорово. детей. Разумно. 1715 год. Но вот с какого возраста начинается уголовная ответственность для юных преступников, об этом император не сообщил. Там уже разобрались без вас. Это что? Первая известная нам малолетняя преступница России. 1741 год. 14-летняя крестьянка Федорова убила двух своих подруг. Решение о ее судьбе рассматривал Сенат. Смотрите, сейчас очень много, такая пауза, сейчас очень много мы смотрим всякой жести там в этих интернетах, наших, но заметьте, все вот это дерьмо, которое происходит там, то, что нам показывают, там, всякие резонансные случаи, там, это началось не сейчас, нам кажется просто, что раньше мы жили спокойнее, как в каких-то моментах было когда-то, спокойнее, чем, допустим, сейчас, там, в 80-е было спокойнее, чем в 90-е, в нулевые спокойнее, там, не знаю, чем,
нам кажется. Но на самом деле в свое время, каждое время свои проблемы. И вот эта вот фигня, ну, жестокость, да, она была всегда и в любое время, никуда от нее не деться, к сожалению. Сенат и указал, что малолетство как для мужеского, так и для женского пола следует считать до 17 лет. Ого. Малолетних нельзя было в России ни казнить, ни пытать, ни бить кнутом. Им полагались плети и монастырь с тяжелыми работами. О, Указ Екатерины II от Первая 1765 года. Дети младше 10 лет вообще не подлежат уголовной ответственности. а сегодня... Сегодня пожалуйста. несовершеннолетними считаются подростки, которым на момент преступления было от 14 до 18 лет. Исправительная колония в Колпине. Можно сказать, образцово-показательная, похожая больше на пионерский лагерь. Козленок. Родительский день. Мамы, папы, сестры, возлюбленные и даже дети приезжают в гости к воспитанникам. Капец. Идиллическая картинка. Мальчики и девочки держатся за руки. К слову сказать, нормально, я кадр, да, остановил. У него, наверное, там сейчас бенч обтекает банан. Я, кстати, вот на такую фигню ни разу не попадал. Я знал, что у нас как бы проходят они, но ко мне никто не приезжал ни разу. Вот. Да я и не хотел бы, честно вам скажу, чтобы ко мне кто-то приезжал на такой вот родительский день, чтобы меня там видели такого вот разъебая. Обнимаются, гуляют. И не Хотя, если подумаешь, сроку что много, большинство то- из них воры, убийцы и насильники. Не подумал. Если бы не было бы оружия, мне было бы гораздо страшнее. Если бы было бы оружие, потому что оружие может Отнимут. быть когда-то против тебя же повернуто. Кто не знает, в зоне нет оружия, вообще нет в зоне. Если вы думаете, что там зэков охраняет вооруженная охрана, нет. Вооруженные только там часовые на вышках. Вот. То есть все менты, которые находятся там, они безоружные. У них ничего нет, максимум дубинка. Это сделано для того, чтобы, если там бунт, кипиш, чтобы зэки не захватили оружие и не смогли оказать сопротивление. Возле каждой зоны, как правило, дислоцируется такая, так называемая рота охраны, которая, если что, по тревожной кнопке прям и заходит, залетает в зону в полном обмундировании и подавляет все бунты. Вот. Я думаю, вы все понимаете, что любой бунт рано или поздно будет подавлен. Вот. И не в пользу арестантов все произойдет. Такие дела. На всякий случай такая инсайдерская инфа. А здесь нет. Здесь нет. Здесь они и чувствуют это по-другому. Вова за работой, клеит игрушки для детишек. Мальчик из хорошей семьи, он сидит уже больше 2 лет. Статья очень тяжелая. Убил. Сидеть долго. Кишки намотал бабушке какой-нибудь. Какая разница, где я нахожусь? Я же расту. Значит, нужно совершенствовать здесь. Здесь много причин. Можно. Вова. Во-первых, это улучшение отношения со всеми. Это для самого себя, для души тоже. Вовчик, Потом давай. Что для там, родителей. расскажи нам, Они что тоже ты надеются. наделал, Вова? надо же как-то их оправдать, их надежды. Но потом хочешь Попилил быстрее там. у тебя. Так, как бы, смотришь, что ты делаешь. Ножовкой что ты тупой. Полпоселка. справился, как бы, может быть. Может быть, у мамы и папы денег. Вова – отличный производственник, художник, активист, одним словом. Туда Участвует все во всех попадают. Туда попадают все, у всех таланты открывают сразу, потому что делать нехуя. Очень много времени, много лет у тебя впереди. Чем-то надо себя занять. И там люди реально, вы видели, да, которые вот нарды делают, там вот эта фигня. Кстати, если кому хочется, там у меня есть вот ссылка в описании. Нарды эти четкие, вот этой всей фигни у меня навалом. Посмотрите в группе, что имеется. Вот. Все из ваших любимых мест. И вот все там делается ручной работой, да, там какие-то картины пишут, иконы там и так далее. Люди как бы, что не живется, да, имея такой талант, что ты там сидишь в тюрьме. А все благодаря тому, что вот именно там им делать нечего, и нам, бывшим, скажем так, и я там, когда был, тоже пробовал себя в разных там специализациях. Вот. И там люди обучают. Но это только там. Это все временно. Это временно. Надо, как помните, в этом было. Хотел сказать, не грози Южному Централу, блядь. Побег из Шаушенко. Там Энди сказал, что здесь делаешь все, что угодно, лишь бы занять свой мозг. Иначе можно просто поехать крышей. мероприятиях колонии. Здесь никто не вспоминает, какая у него статья. Здесь вообще не принято говорить, кто какое преступление совершил. Чем реже подростку напоминать о том, что он преступник, тем больше шансов, что он исправится. Такова педагогическая концепция, изобретенная 80 лет назад.
Им порой самое главное побеседовать. Им не так нужно что-то от воспитателя, как побеседовать, просто поговорить. Хотя бы какое-то время. Потому что там он, на воле, ему никто не слушал. В школе он плохой, двоечник или хулиган. В детской комнате милиции он тоже хулиган. А родителям он не нужен. Потому что они пьют, либо наркоманы. Либо бывают хорошие семьи, но вот некогда, деньги надо зарабатывать. А они недопонятые, недослушанные, педагогически запущенные дети. 1 минута 2 секунды, значит, поднимаем ноги 7 раз. Подтягиваешь приказ. Вот педагогически запущенные, но физически очень развитые детки лет 18 на физкультуре. Полоса препятствий. Это они готовятся к соревнованиям между отрядами. Все серьезно, засекается время, к старту допустят только лучших. Армия. Просто спортивный лагерь, а не колония. Единственное отличие – наколки на телах накачанных подростков. Самое популярное – Сальтухи роза трудят. ветров на коленке. Означает «не встану на колени перед законом». Да. Вы «ГУЛАГу нет» смотрели вообще? Нет? Канал такой, нет? Да, я вот и поэтому загнила. У тебя было минута 7, отняла минута 6. Реально. Так, Зубенин. Вообще, как бы с такой статьей Износ. только там стройбат. А я бы хотел пойти, Или выйду, убийство. попытаюсь пробиться. Потому что у меня отец офицер, дедушка офицер. Или убийца, или отец тоже изнасилование. офицер. Ну, не то, что семейная традиция, как бы. У меня стереотип такой, что как бы каждый мужчина должен пойти в армию. Это На тебе кончилась школа жизни династия основная. военных. Так. Вот дела 1823 года, 823. пушкинское время. 14-летний дворянин по фамилии Гринев за написание воровских паспортов, то есть подделку документов, публично порот розгами при всех. А его ровесник, такой же 14-летний Федоров... истории ваши вот эти. С неустоявшейся психикой, неустойчивой, и всплески могут быть разные, непредсказуемые. Заходишь в камеру, на тебя смотрит 30 лысых голов с пальмой, то есть как пальма, 3-й ярус считается. Вот. Это Где-то где? там играет музыка, прокурено, кто-то на корточках бегает, там, где-то кого-то забивает, где-то кого-то лишает мужского достоинства. Как сказать? Ну, общепринятое выражение пускают. За пачку печенья. Это кто? Я не хочу этого говорить. Виталий. Можно было лишить кого-нибудь девственности. Понимаете? Ну, вы понимаете меня. Там, за горсть конфет. Да что, Виталий, Там. конечно. Ну, во-первых, не кормили. Ну, передача 8 килограмм. Ну, что это мама привезет? Во-первых, передачу ты получил, ты сразу ее в столовую должен ее сразу съесть. Так. Вот как было раньше. Если ты ее не съел, остальное все в мешки, там, в кладовку, там все это, конечно, пропадает. Вот и все. И вот они все бедные обожрутся. Тут же и рыба, и молоко, и конфеты, и печенье, и мясо, и колбаса. Ну и что в организме будет? Ничего. Виталий сидел в той Старшак, что самой ли? Колпинской колонии по малолетке в 1984 году. Потом освободился, пошел в армию. Был на Жиганец. таджикско-афганской границе, заслужил орден. А сейчас снова сидит, уже на взрослой зоне, другой. Срок 16 лет. Он был уже 10. Умеет все, цветы выращивать, песни петь. В его отряде образцовый порядок. К нему подкатила я слегка. Он нес себе розы, а я ему светил от всей души с левой крюка. А малолетку Виталий до сих пор вспоминает с содроганием. Да уж. Умерло у нас 2 пацана. Один задохнулся. Да, это пример помню, Колька Николаев. Уснул, то ли на плитку вата упала, то ли чего, и задохнулся дымом. А один, вы поверите мне, не поверите, не знаю, ну, может, спросите у чего-нибудь кого, один просто объелся. О, блядь, вот эти байки тюремные, вот эти, блядь. Ну вот пиздит. Вот он сидит, вот он врет. Объелся и умер. Сейчас вот какая-нибудь у него заворот кишок еще. Вот это байки. Я могу их столько рассказать. Что там происходило. Блядь, пиздобол, сука, старый. С передачи? Да, просто объелся и заворот кишок, да, не успели довести. Ну, конечно. Умер. Ну, а так что, да, конечно, не кормежки. Ну, 36 копеек в сутки для малолеток, для растущего организма. Ну, в столовой вода и кусок теста вот так брошенный туда. Вот приходишь, посмотрел. Ну то, что кормили раньше херово, это правда. Да. Кормили херово. Не простынешь?
Сейчас в Колпинской Не стой, колонии ничего привыкнешь, похожего Ир. нет. Каждый день фрукты и сладкое. Почти 250 парней делятся на 2 отряда. Воспитатели в каждом отряде по 2, и это женщины. Жанна Решетникова работает здесь 3-й год. До этого преподавала в школе биологию и служила в МЧС. Психолог, что ли? У Жанны в отряде больше 100 человек. Разбойники, бандиты, убийцы. Или отрядник она? Разбойники, бандиты, убийцы, да это же отморозки, да это не люди. Это пока не работаешь с ними, пока не открывается их душа. И потом думаешь, насколько же это больной человечек. Это, знаете, как саженец, который с самого малолетства начинает есть какой-то червь. У него сжигаются листики, корешки, сжигается все внутри. И вот его хотят вырубить, выкосить, он не нужный. А он берет, и какой-то свежий корешок прорастает. Так, опять эти отсылки, блядь, куда? Сейчас максимальный срок для несовершеннолетних 10 лет. 100 лет назад возраст тоже был смягчающим обстоятельством. В 1905 году во время восстания на крейсере «Очаков» вместе с лейтенантом Шмидтом был его сын, 16-летний Евгений. Евгений тоже был арестован, но поскольку не достиг дееспособного возраста, через 40 дней его освободили. А руководителей восстания, и в том числе его отца, Петра Шмидта, расстреляли. Цитата. 1910 год. Профессор Познышев. Детская преступность и меры борьбы с нею. Дети, совершающие преступления, в большинстве Давайте случаев пропустим слишком вот рано... этого говнеца. Ладно. Поедем. Пошел ты нахуй, падла. 1932 год. Ему 30. Это, говорит, куда-то там Зачем мне твои уморить субтитры? детей, чтобы меньше было беспризорных. Из детского дома Ваня Токарев попал в Прилуки, в Ваня коммуну Токарев. имени Дзержинского, созданную Макаренко. Здесь жили не только малолетние преступники. Воротам Что это, колонии приходили Республика голодные Шкид? дети, оставшиеся без родителей. Здесь никому не отказывали. Нормальный быт, горячая пища и чистая постель. Эти прозаические вещи для многих в Украине тогда были сладкой мечтой. И там выступил Макаренко и сказал: вы попали, ребята, в беду, вот, но я вам помогу, вот у меня... Что это? Хроника 26-го года. Отловленные на улице беспризорники трудятся в детской колонии. Вот, давай, сегодня интереснее. А это 2006 год. Детишки от 14 Шестой. до 21 Я уже года сидел, обеспечены освободился работой, первый раз. клеят игрушки. Получают около 2000 рублей в месяц. Деньги идут на счет. Их Хера можно себе. тратить, можно копить Много. до выхода на свободу, можно отдать родителям. Некоторые мамаши так и делают. Посещают колонию раз в месяц, забирают деньги и, не повидавшись с сыном, уезжают. Кстати, раньше в Колпинской колонии Нормально. подростки делали гробы. Получали за это по рублю в день. О, гробы там, на Пскове у нас тоже делали гробы. Зэки там такие гробы колотили, блин, смех и грех там. На похоронах разваливались гробы, представляете? Это тоже покупают так вот в зонах, чтобы сэкономить люди. Фоткались там в них, ложились, фоткались в гробах, короче. Ну, зэки, что? Кто чем, кто во что гораст. Вот кое-что из статистики сегодняшнего дня. Больше всего преступлений подростки совершают от 8 до 9 часов вечера. Ну, это понятно. Самый спокойный в этом смысле день недели – понедельник. Что приятно, в учебное время они совершают только 7% преступлений. Значит, 7. все-таки еще учатся. Ну и, наконец, самый криминальный месяц – это месяц март, когда в крови у котов и подростков самое высокое содержание мужского полового гормона тестостерона. Да? У малолеток Не на знаю, зоне не свои знаю. порядки, своя иерархия. Свои... У меня в любой месяц вообще. У меня круглый год была эта фигня. Нигде я не учился. И круглый год эти преступления совершал. Ну и все, в 16 лет сидел. Так что никому не желаю своей участи. Ничего хорошего там я не видел. Вожаки свои изгои. Официально считается, что в Колпине на зоне обиженных, опущенных нет. На самом деле есть. Находиться рядом с ними западло, касаться их посуды, их вещей нельзя, как и у взрослых. Они выполняют самую грязную работу, и их легко отличить от остальных. Как правило, они одеты неопрятно и не следят за собой. А чего вы показываете тарелки? Они посуду не моют, им нельзя. Отрядами руководят неформальные лидеры. Здесь их называют бугры. И как и взрослые активисты. воры в законе, бугры сниматься отказываются. Ты сравнил, конечно, вообще. Бугры — это активисты. Но есть такая канитель, я не знаю, кто-то, может, смотрел, я рассказывал, как я на малолетке чалился, то, что если пацан был, допустим, на малолетке активистом, был бугром,
то если он поднимется на взросляк, ему не обязательно быть активистом. Он может и даже там блатным как бы стать. Потому что с малолеток спроса нет, они типа ведут неосознанный образ жизни. Вот такая фигня. Западло. Вызываешь бугра, общаешься с ним, разговариваешь, и говоришь, я недовольна. Бугру или старшине это не нравится, потому что тут может пострадать его УДО. Да. Он страдает, а страдает. Если он страдает, тогда уже, естественно, он сделает все для того, чтобы отряд подтянуть. Не положено, чтобы воспитатель один или кто-то, вот я сказала, вот отряд, там, например, он стоит на построении, идите. Я скажу, я могу сказать, идите, но дублирует фразу бугру. Но приказы-то они идут. Вот так вот. Сегодня колонии для малолеток рассчитаны на 25 тысяч человек, но содержится в них только 14 тысяч. Лишь каждый четвертый, совершивший преступление пацан, садится, а девчонки и того меньше, каждая шестая. Чаще дают условный срок. Вообще, да. Малолеткам в основном условку дают, там только по всякой жести дают срока. Вчера опять, давайте, вчера. Сусанну Печура арестовали в 1952 году. Ей было 17 лет, 10 класс. Статья страшная по сталинским временам. 58-я. Что такое? Мы понимали, что мы ничего не можем сделать, но считали необходимым хотя бы объяснять людям, что происходит на самом деле. Что никакой диктатуры пролетариата нету. Что есть тирания, что есть диктатура одного человека, которому мы определяли это как бонапартизм. Что выборов никаких нету, один из одного это не выборы. Что коллективизация на самом деле обернулась уничтожением крестьянства и так далее. Как хорошо было в Союзе-то, да, ребят? Подпольный антисовет. Вообще не то, что сейчас. Вообще ничего общего с тем, что сейчас и происходит. Кружок. Настоящий, а не придуманный органами. Бориса, возлюбленного Сусанны, и еще 3 мальчиков расстреляли. Сусанне и остальным дали по 25 лет. 1,5 года девчонка провела в одиночестве. Представляете, в 17 лет 25. Взрослый может сидеть в одиночке. Ему есть о чем думать и что вспоминать. А подросток ни опыта, ни знаний, которыми можно было как-то заполнить. Абсолютно верно. Очень, очень тяжко. Я, правда, себе придумала. Я помнила расписание школьных уроков. Я каждый день себе как бы устраивала уроки по расписанию. Повторяла все, что я помню по каждому из этих предметов. Писец. Вот это Умная да, девочка вот это в хорошей жесть. семье в январе 1952 года оказалась в условиях почти нечеловеческих. В камерах сидели все вместе. Взрослые малолетки, политические и уголовники. Постоянные допросы, скудная пайка, запрет на передачи и письма с воли. Даже в Лефортове там был, например, такой замечательный старший надзиратель, который приходил. Я ревела в камере довольно часто. Он бывало откроет кормушку. Чего ревешь? Твои сидят, не ревут, привет тебе шлют. Все, захлопывается кормушка. Один раз он так открыл. Ты чего? Чего такая грустная? Я говорю, мне сегодня 18 лет. Ушел, через некоторое время открывается кормушка, кулек печенья. Сует его в кормушку, захлопывает кормушку, начинает громко орать. Ах, я старый дурак, я камеру перепутал. Ага, значит, увидел, что кто-то заметил. Потом были лесоповал, общие бараки, голод и цинга. И друзья, такие же политические. И бесконечно. И никто не жаловался, и некуда было жаловаться. И всегда в тюрьме был пиздец. Всегда. И сейчас, и тогда, и всегда, ребят. Так что, если вы удивляетесь, почему сейчас там жесть какая-то происходит в тюрьмах, она была всегда. Лагеря, этапы, тюрьмы, пересылки. Бутырка, Лефортово, Владимирский Централ, Евас, Инта. Далеко не полный список тюрем и колоний, где она сидела. Трэш. Был у нас, например, начальник конвоя, который там приказал нам, застрелил Кого? девушку, которая оставалась 2 месяца до свободы. Офигеть. Он ее застрелил и приказал нам перенести запретку, чтобы это было как будто попытка бегства. Офигеть. Вот были и такие, и их ненавидели.
Не базарили вообще раньше. Остальных, да нет, ну люди же. Были люди, которых мы жалели просто. Была у нас, например, надзирательница, такая тощенькая девушка, вся зеленая. Она из колхоза своего сбежала. Бабулька Круглая повидала. сирота. У нее мало-мало меньше на руках оказались братья и сестры. Она завербовалась туда, в надзирательнице. Господи. Так если кто-нибудь из нас посылку получал, такие совали еще конфетку какую-нибудь, чтобы она отнесла своим домой. Да уж, вот это интересно таких послушать, старичков. Вот это да, видно, что прям бабулька хапнула горе так нормально, не придумывает ничего. Сегодняшние малолетки вряд ли знают, в каких условиях содержались их сверстники раньше. Сегодня мальчики учатся в школе, получают государственный аттестат, в котором не написано, что они закончили школу при колонии. С ними работает психолог, приезжают благотворители с подарками, количество свиданий не ограничено, а те, кто сидят на льготном режиме, вообще могут уходить домой на выходные. Над колонией все время гремит музыка. Это в комнатах у пацанов играют магнитофоны. Кормят хорошо, но все равно зона остается зоной. Не дай бог вот так своему ребенку приходить в зону. А ведь я когда-то сам таким был. И мать мне передачки возила. Да. Сейчас вспомнил почему-то, как она вот на меня смотрела, когда меня в отдел привозили. Допрашивать же малолеток могут только в присутствии законного представителя. Да, прям помню, едешь в отдел и... Ну, там черствеешь быстро, там вот в тюрьме черствеешь прям быстро. Становишься таким зэком. И я помню, как я приезжал, и она постоянно плакала, но я вот это вот чувство, да, чтобы ей сказать: мам, не плачь, там, прости меня, я скоро вернусь, все будет хорошо. Прям вот старался подальше запихнуть, типа посильнее черстветь еще. Помню этот момент, да. У меня даже был такой: сейчас приеду, опять там мать плакать будет. И как она не будет? А меня не видит там хрен знает сколько. Вот. Хоть мы с ней там тоже, у нас есть свои вопросы в жизни, но мать есть мать. Ты ее ребенок. Да. Вот так вот с детства. С детства, видите, какими люди растут. Это я про себя. На самом деле ужас заключается только в одном. В том, что человек сидит в клетке. Что человек не имеет никаких прав. Угу. А сама по себе жизнь, она жизнь и есть. Вот говорят, посадили его, там бьют и все. Если бы и не били, то что? Посадили. Ведь есть наказание, лишение свободы. Вот это наказание. А уж какие там условия, это уже детали. Согласен. Да, блин, что-то какой-то жесткий прям выпуск. Вообще я, блин, честно скажу, даже не ожидал. Прям тяжелый такой про малолетку. Это все, я вспомнил. Это прям, блин, трэш, ребят. Ой, не дай бог никому туда попасть. Он, правда. Вот посмотрите, послушайте меня. Пускай для вас я буду плохим примером в этом плане. Пожалейте себя. И посмотрите, вот я такие ролики смотрю, мне кажется, что моя жизнь вообще абсолютно прекрасная. Нет у меня никаких проблем, вопросов, а которые есть, это все решаемо. Вот как-то так. Ладно, ребят, на этом выпуск будем заканчивать. Лайк заслужил, надеюсь, да? Вот смотри, что наверху написано. Лайк, подписка, коммент. Равно будет тебе счастье. Не забываем про ссылки в описании. Вот они. Здесь что? ВКонтакте. Здесь Инстаграм. Они есть все в описании. ТикТок, мой второй канал. Тоже там найдете. Огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». You my homies. Ну что, ребят, всем спасибо. Давайте, берегите себя, увидимся.